Короче, чуваки, мы, конечно, въехали в центр, да, в центр Дрездена, но мне сейчас реально не до него. Вот смотрите, несмотря на то, что тут такие красивые вокзалы и все дела, на самом деле мы сейчас в такую ситуацию попали. Просто зря, ну, я не снял это на камеру, ну, снимать было просто кощунственно. В общем, мы поставили на платную парковку возле этого замка паскудного. Вот, короче, мы одни единственные на парковке. Парковка оказалась бесплатна первые 60 минут, и мы идем смотреть на этот замок. Вот ты красавец, смотрите, какая крепость. И мы тут одни. Вот тут было основано независимое государство Саксония. Вот прямо в стенах вот этого здания, если его можно так назвать. Закрыта крепость, короче. Можно было запросто сюда на машине заехать. Короче, когда эта крепость закрыта, она реально крепость. То есть тут, в принципе, ничего интересного. Это скала, представляете, какие-то скалы. Я не знаю, как они это строили. Вот мак растет, смотрите. Нет, не хочу я срывать. Маковые наркоманы придут, сорвут. Ну, в общем, такая вот тема. Но единственное, что тут предупреждают, что падают камни, поэтому я не знаю, стоит ли туда идти на ночь глядя. Вот, короче, вот такой вот замок внутри. Если вы в него пойдете. В основном там по стенам ходят всякие музеи. Дед такой что-то рассказывает про тюрьму. Большой унитаз. Ну, я лучше возьму просто проспектик и почитаю. Короче, чуваки, вот эта вот крепость, она там была. Ну, она показывает, короче, там все. Можно там это, то, 5-е, 10-е. В общем, она была и тюрьмой, она была и лазаретом, и Петр I ее посещал, и русские ее освобождали, и французы ее завоевывали. Короче, кучу всего можно посетить, но, к сожалению, нет возможности, нет времени и, как вы понимаете, нет желания, потому что уже кучу всего посмотрели, и мы отправляемся в Дрезден, сука, по 9 часов вечера, это жесть. Но вот мы так отдыхаем. Что все позакрывалось, там немцы настолько щепетильные, я не знаю, как настолько вот непонятно какие, они вот все делают четко и закрывают замки и парковки соответственно. Пошли смотреть замок, возвращаемся, вся парковка закрыта, притом не просто шлагбаума, она закрылась этими стальными такими решетками, понимаете? И, короче, мы смотрим, сторож, может какой-то сторож, может еще кто-то, никуда невозможно позвонить, ничего. А тот билетик входной на территорию парковки, который надо, я его оставил в машине. Соответственно, мы заперли машину и не можем туда войти. Поэтому мне пришлось залезть, побыть немножко форточником и залезть, как говорится, спрыгнуть на первый этаж. Там, короче, вот у меня удалось забрать машину, слава богу. Вот, но я не знаю, что они там будут видеть на утро по этим камерам, как чуваки ломятся во все двери, а потом спрыгивают со второго этажа вниз в подвал и выгоняют машину. Короче, там целый квест. Вот, слава богу, что все так хорошо получилось, и мы не остались ночевать в этой деревне. Это просто жесть. Сейчас едем вот под вечер в Дрезден, это под впечатлениями. Пока ехал, тоже штраф получил за скорость. По какой-то деревне ехал, там можно было 50, я ехал 71. Ну блин, такая приятная дорожка, почему бы не поехать. Но вот сейчас едем в центр. Что увидим, то увидим. Самое главное, что мы на машине, все хорошо. Поедим где-нибудь, посмотрим достопримечательности и спокойно поедем. Короче, тут велосипедисты вообще офигевшие. Они едут наряду с обыкновенными автомобилистами. Он там по своей полосе, он такой важный. Он все, его надо пропускать. Короче, вообще бессмертные чуваки. Ну, а вот и мусора на бабоне. Дальше 2 евро. Да, можно. 1,5 евро час.
Еще по-божески, еще по-божески. Порядочно. Смотрите, прямо в центре Дрездена играют в пляжный волейбол. Вот это почетно, конечно. Ну пойдем где-нибудь поедим. Короче, чуваки, нашли мы заведение. Вот такое заведение, короче, в центре Дрездена. А это именно так называется этот город. Вот, смотрите. Вот что в центре у нас. Конечно, тут цены минские поддыхают. Вот есть, к примеру, салат Цезарь, да, 7,90 без салата Цезаря. То есть 7,90 без курицы. Если ты хочешь с курицей, тебе надо еще 4 евро платить. Это просто жесть. Это просто жесть. Вот, стейк 22 евро. Ну, в общем, хорошо живем. Особенно после того, как я нечаянно в роуминге включил интернет, и у меня сразу списалось почти $45. Сразу списалось. Хорошо живем. Посмотри, здесь есть еще зеленый лосось со сметаной, какой-то лосось какой-то. Кстати, все что угодно. Я настолько хочу есть, что я уже просто не могу. Короче, смотрите, как тут все красиво. Кипяток с листьями и с медом. Ну и дошик заваренный в стакане каком-то. Минус 17 евро. Вот такие, короче, похлебки получаются. Я думаю, что вам нравится. Мне как минимум очень, потому что я хочу есть. Котлеты, короче. Короче, Дрезден особо не впечатляет, потому что он был разбомблен во время Второй мировой войны, и поэтому он отстраивался как мог. Ну, в общем, что-то тут осталось, вот эта штука. Сейчас еще что-нибудь посмотрим. Ну, то есть такого впечатления, как после Карловых Вар или Будапешта или Праги. То есть такого тут нет. Тут более все такое простое, но очень дорогое. Единственное, чем может удивить этот город, это ценой парковки, ну и, соответственно, качеством еды. Оно тут хорошее, большое. Да, видите, отели такие очень простые. Они любят такой минимализм какой-то. Скандинавский минимализм, кубизм, протестантизм. Какие-то мальчики сидят. Надо спросить, что вы сидите возле головы какой-то. Пацан, ты чё? Куда ты смотришь? Куда этот пацан смотрит? В общем, город умирает ночью. Вам сложно что будет показать. Ну, в общем, красивый, прилизанный, приятный город с мостовыми, очень чистый. В основном очень много нетрадиционной ориентации тут за ручку ходит. На велосипедах ездит. Ну и все. Ничего больше вам не показать. Ну, какая-то церквушка, я не знаю, что это такое. Вот. В Мюнхене или где-нибудь там в Мадриде там красивее. Вот. А так, ну, нормально. Нормально. Он был разбомблен, по-моему, полностью. И полностью восстанавливается. Конечно, повеселее, покрасивее, чем в Минске. Но, тем не менее, вы можете тут заскучать. Особенно после посещения Карловых Вар или какого-нибудь более помпезного города. Река Эльба. Тут катера, короче, стоят. Там тоже на другой стороне. Ну, конечно, не так помпезно, но все-таки что-то есть посмотреть. Так что можете приезжать. Если ты не едешь в Германию, то я тебе хочу сказать, что Чехия тебя очень сильно
впечатлит. Это великолепная страна, очень интересная. И горы, и замки на каждом шагу, и история. Но когда въезжаешь в Германию, конечно, Чехия начинает чахнуть. Поэтому посещайте еще дополнительно Германию. Благо, тут недалеко. Смотри, ну вот закончилось наше путешествие по Чехии таким великолепным городом, как чешский Крумлов. Это 185 километров от Праги. Ехать примерно 2 часа, 2-3 часа. Конечно, на этот город нужно было бы потратить целый день, не так скопом, как мы. Вот. Но тем не менее, смотрите, как красиво. Там есть замки, мы туда залезали, там классный вид открывается. Можно попить хорошего пива. Дороги очень качественные. И, честно говоря, самая дешевая страна по аренде автомобилей. И я думаю, что единственная марка, которую тут очень сильно любит, это именно Шкода. Ну, может быть, еще немножко Audi. Ну, что хочу сказать. Классно. Когда есть гроши, когда есть деньги, все супер. Ну и, конечно, заряжайтесь на время, потому что время в каждом городе уходит примерно день. Вот. Спасибо, что были со мной. Вот, успехов, удачи и подписывайтесь на канал. Скоро увидимся.